Всех приветствую! Сегодня разберем новый патч от 28 октября 2025 года, в котором есть фейковые изменения и добавления. Размер игры, кстати, сильно уменьшили, теперь она весит около 45 гигабайт. Я тут на днях думал, как было бы здорово, чтобы продавцы нам продавали больше патронов, чтобы мы находили их на локациях в гораздо большем количестве в одной упаковке. Разработчики, конечно же, сделали все по-другому. Они сократили запасы продаваемых патронов у продавцов и урезали их количество в коробке на локациях. Довели этот элемент до абсурда. Я находил в контейнерах по одному патрону в разных коробках. С убитых врагов определенный калибр патронов также теперь падает в уменьшенном количестве. Плохое решение с их стороны. Сейчас они вынуждают игроков больше времени своего геймплея вкладывать в поиск и собирательство расходных материалов, при том, что игра в своей основе кривая и несбалансированная. Если бы ИИ противников был умный и опасный, при этом стрельба из оружия третьего лица была бы не поломанной, как сейчас, это крайне важно, так как основная проекция игры идет от третьего лица, то новый элемент в виде вынужденного накопления расходных материалов органично бы вписался в геймплей. А так нам навязывают очередной душный элемент, чтобы занять наше время и отвлечь внимание от фундаментальных проблем в игре. Разработчики, очнитесь! Игра преображается и становится играбельной, когда в ней работают правильно базовые основы. Для экстракшн-шутера это стрельба из оружия, алгоритмы поведения ИИ, правильный расчет нанесения урона в зависимости от расстояния и калибра патрона, а также модификация вооружения. Без этого остальные элементы не могут полноценно обогащать игровой процесс, давая игроку качественный опыт. Вы явно не тем занимаетесь. Теперь насчет фейковых изменений от разработчиков. Они заявили, что если мы глубже путешествуем по туннелям или продвигаемся дальше по наземным локациям от нашей базы, то тогда выпадение патронов из контейнеров станет более щедрым. Все это пиздеж. Например, в туннелях C и D я находил патроны в количестве 1 единицы. То же самое касается наземных локаций. Где более щедрые награды в виде повышенного количества патронов в одной пачке? Никакой целесообразности в продвижении на далекое расстояние от базы ради увеличенного количества патронов я не нашел. Нет ощутимого прогресса и вознаграждения в продвижении от своего убежища. Ведь чем дальше мы уходим, тем выше риск умереть и все потерять. А заслуженных обещанных наград так и не видать. Сейчас в увеличенном количестве в дальних регионах от своей базы можно встретить только строительные компоненты для постройки личных покоев, которые дают баф на увеличение здоровья персонажу. В данной концепции игры нужно увеличить количество редких предметов и расходных материалов в отдаленных территориях от нашего убежища, чтобы был стимул и смысл тратить много времени на посещение данных территорий. Следующий фейк относится к добавлению нового вражеского юнита. В игре теперь есть слепая мама. Она обладает более острым слухом для обнаружения неприятеля и двигается быстрее обычной матери. В реализации данная задумка ни о чем. По факту новый юнит только быстрее двигается, но алгоритмы поведения у нее как у способного видеть. Когда я ее агрил на себя, она меня преследовала как зрячая. Даже в моментах, когда я от нее отходил далеко, затем сидел неподвижно или бегал вокруг нее на разном расстоянии с замиранием на одном месте, а потом аккуратно в сидячем положении продвигался в другую сторону, то она все равно вела себя так, будто она меня видит. Хотя по логике, за такое продолжительное время противник уже может и не быть в последней точке, где издавал звук. Слепая мать не подходила в то место, где я шумел последний раз, не пыталась в той области на ощупь меня найти. Просто тупо следует за мной как зрячая, пока активирована агрессия. Зато на превью нового обновления разработчики поставили слепую мать для привлечения внимания игроков и демонстрации активной разработки игры. Но этот юнит функционирует частично от всей задумки.
Следующий сомнительный элемент в реализации – это когда мы приседаем, и тем самым нас становится труднее обнаружить. На самом деле, частично этот момент улучшили, и в каких-то ситуациях действительно мы менее заметны для врагов, когда сидим. Но в некоторых случаях, в зависимости от локации, враги могут нас обнаруживать на далеком расстоянии. При том, что мы находимся в укрытии, они все равно нас идентифицируют. Разработчики сделали важное добавление в игровой процесс. Они создали подобие плавной физики у персонажа, когда мы прыгаем и бегаем. Теперь нам нужно набрать инерцию в движении, чтобы удачно подпрыгнуть и по приземлению на поверхность без задержек продолжить движение. Если этого не сделать, то получится замедляющий прыжок, при котором персонаж, когда приземлится на поверхность, опустится на колени. Это на короткое время лишает его возможности двигаться дальше. Если таким способом прыгнуть в сражении или возле опасного врага, то вероятность погибнуть повышается. Естественно, этот элемент кривой, и его нужно дорабатывать во многих плоскостях. Вот смотрите мой элементарный пример. Я разбегаюсь и прыгаю вперед, чтобы преодолеть препятствие. Мой персонаж не долетает и приземляется на маленький выступ. По логике, высота подъема на этом выступе невысокая, и персонаж обязан его преодолеть без очередного прыжка. Достаточно ему поднять ногу и двигаться дальше. Но в данном случае это невозможно. Нам приходится без разгона прыгать заново. Только теперь мы сделаем замедляющий прыжок, и когда приземлимся на поверхность, наш персонаж согнется. Тем самым мы потеряем время и замедлим темп передвижения в ситуации, которой вообще быть не должно. Вообще в этом уже нет ничего удивительного. Разработчики, как всегда, создают игровые элементы, которые не могут сбалансировать даже до среднего уровня. И вот из таких элементов состоит вся техническая часть игры. Напоследок скажу, что из прикольного добавили мгновенную смерть персонажа. Если вы неправильно ввели пароль несколько раз подряд, когда взламываете маяк на длинных ногах. Слава богу, что маяк не поглотит нас в случае прерывания взаимодействия с ним. А то бывают ситуации, когда по нам начинают стрелять и нужно срочно выходить из меню ввода пароля. Вы знаете, это первое обновление, где я заметил в некоторых элементах несоответствие заявленной информации об изменениях в игре от наших разработчиков. Видимо, у них дела идут плохо, раз они так с нами поступают. Хотел еще разобрать предыдущий патч, так как я его назвал кайфовым, но на самом деле это не так. В нем обнаружил много неполноценных и неправильных моментов. Возможно, я в ближайшее время не буду делать контент по игре The Forever Winter, или буду делать выпуски реже, так как 30 октября 2025 года выходит в релиз игра ARK Raiders. Скорее всего, основное время посвящу новой игре. Будет видно. Как всегда, благодарю за просмотр. Таков путь. Еще увидимся.